Сергей Николаевич, старый и опытный рыбак, всю свою жизнь провел на берегах бескрайних просторов Белого моря. Маленький поселок, в котором он жил, казался ему своим миром, наполненным глубокими тайнами и удачами. Вокруг него всегда витал запах соли и свежести, а шум морских волн напоминал об увлекательных приключениях. Ему было 72 года, но годы, кажется, не ослабляли его дух. В маленькой деревянной лодке, которую он назвал «Надежда», Сергей по много часов поднимал свои сети из воды, ожидая, когда морская удача наконец улыбнется ему. Но в тот день, как и во многие предыдущие, море приносило разочарование. Улов оказался совсем скромным. Сидя на своем месте в окружении шумных чаек и морского ветра, Сергей задумался. Может быть, стоит попробовать провести день у дальних скал. Эти места всегда манили его. В слухах местных рыбаков говорилось о больших уловах рыбы и удивительных находках. После нескольких неспешных размышлений он принял решение, собрал свои снасти и провизию и отправился в путь, чувствуя, как с ним снова возвращается легкость перемен, все еще может произойти чудо на волнах. Теплый ветер трепал его волосы, а солнечные лучи весело играли на поверхности воды. Сергей с удовольствием скользил по волнам, чувствуя себя частью этого поразительного мира. Проведя несколько часов в поисках рыбы, он заметил что-то странное, выброшенное на берег. Сначала он принял это за обычный валун, покрытый мхом и водорослями, но когда он подошел ближе, его сердце забилось быстрее. Он знал, это не просто камень. С замиранием сердца Сергей подошел ближе, разглядывая неподвижный объект. На каменистом пляже среди острых скал лежала гигантская ракушка. Она переливалась всеми оттенками радуги и выглядела как настоящее чудо природы. Огромный размер раковины внушал трепет. Никогда ранее Сергей не встречал ничего подобного. Он хотел прикоснуться к этому сокровищу, но створки были плотно сомкнуты. Сердце его забилось сильнее от ожидания, когда он вспомнил о своем знакомом Николае Петровиче Волкове, местном учителе биологии, который впитывал в себя все аспекты морской жизни. Он знал, что тот с радостью оценит данную находку и расскажет о ней больше. Вечером, полон надежд, Сергей поспешил к дому Николая. Трепетные ощущения захватили его, когда он думал о том, что расскажет о своей находке. По пути к дому Николая воспоминания о дружбе и совместных путешествиях только подогревали его интерес. Он знал, что Николаю будет любопытно, ведь тот всегда выглядел заинтересованным в подобных случаях, и это придаст дополнительный смысл их жизни. Придя к дому Николая, Сергей стучал в дверь, полон ожидания. Николаю всегда нравилась интеллектуальная компания, и он не мог отказать старому другу. Как только дверь открылась, сырая улыбка проявила всю дружбу, которой они были окружены. Увидев лицо Сергея, Николай пригласил его в дом, где их ждали очередные разговоры о важных и интересных вещах, о тайнах моря и странностях окружающего мира. На следующий день с восходом солнца Николай и Сергей снова направились к пляжу. Море их встретило легким штилем и приятным шумом, словно знало о захватывающем открытии. С ними также шел местный предприимчивый бизнесмен Виктор Семенович Краснов, который славился своими связями и деловыми качествами. В процессе разговора они обменивались взглядами на разные аспекты жизни и приключений. Виктор, его настойчивость и амбиция, как некий ветер перемен, действовали на Сергея как дополнительный импульс. Когда они подошли к ракушке, содрогание волнения охватило их. Николай, заряженный духом открытия, взял ракушку в свои руки. Научный анализ занял долгие часы, и вскоре всколыхнулся весь мир, так как раковина, по всей вероятности, принадлежала к виду моллюсков тридакн. Эти моллюски редко встречаются в северных широтах, и это вызывало трепет и удивление у всех.
Каждую секунду они понимали, это не просто находка, а историческое открытие, которое может обратить на себя внимание ученых по всему миру. Действия стали резкими. Как только ракушка была вскрыта, ее содержимое кардинально изменило ход их жизни. Внутри оказалась жемчужина, сверкающая, как вольный свет, размером с детскую голову и с идеально гладкой поверхностью. Столь яркий блеск поразил всех, идеальная форма, сияющий отблеск, словно сама природа вложила в нее нереальное совершенство. Каждый из них отчетливо понимал, что держит в руках нечто, о чем могли бы только мечтать. Радостные взгляды перемешивались с ненасытной жадностью. Краснов, почувствовав в этом скрытые перспективы, быстро начал строить планы. Он настаивал на том, что жемчужина стоит огромные суммы и может принести лишь доброту и внимание. «Зачем тянуть? Мы можем продать ее прямо сейчас и зарабатывать», — настаивал он. «Я способен сделать это до наступления на рынке». На этом этапе, решая, кому доверять, Сергей снова вспомнил о своих давно внушительных долгах. У него начинало возникать ощущение, что все они находятся на одной и той же стороне, и что судьба их связана посередине. Николай, пытаясь уравновесить ситуацию, высказывал свои мысли о научной ценности находки и подчеркивал важность ее передачи государству. Но стремление Краснова к моментальному богатству только нарастало. Он, как опытный волк, завтракал смехом о возможностях нового богатства. В нерешительности к спорам обострилось внутреннее противоречие Сергея. Как же, наконец, поступить правильно? В его сознании началась борьба между долгом и оптимизмом, который требовал моментального решения. Ночь, полная ужасов, заблестела перед глазами Сергея, когда он осознал, что его финансовые проблемы заставляют его думать о продаже. Его дочь Марина, с которой он имел особую связь, все же мешала его негативным размышлениям. Она всегда была его опорой и поддержкой. 2 дня спустя, вечером, когда все вирусное обсуждение и мысли о неведомом терзали его душу, он пришел к осознанию, что сделка может оказаться простым выходом. Тем временем неожиданное предложение от известного аукционного дома «Сотбис» поступило в середине обсуждений. Они слышали о блестящей находке и собирались выставить ее на аукцион. Чувство трепета охватило Сергея, он знал, что риск оказался высок, но к нему пришла надежда. Мысли о том, как можно помочь дочери, обдумать будущее и вернуться к спокойной жизни, только добавляли уверенности. Когда они встретились с представителями аукционного дома, обсуждение пошло быстро. Главное было скрыть следы Сергея от внешнего мира, чтобы никто не мог узнать об их находке и планах. Продавать можно было только на аукционе. Наступил момент аукциона, и Сергея охватило невообразимое волнение. Торги начались с 5 миллионов рублей и нарастали с внезапной силой. Каждый новый лот поднимал ставки, а напряжение в зале росло. Противостояние сталбы приковывало взгляды, в то время как все по залу восприняли искушение сделать последнюю ставку против их ума. Улыбки некоторых демонстрировали темные замыслы о захватах и международных схемах. В этот момент Краснов попытался подтолкнуть Сергея к трудному контролю. «Я могу вмешаться, если у тебя возникнут сомнения. Я знаю, как обработать хорошие предложения». Зальные обсуждения все дольше получались более желанными, и в конечном итоге мир вскоре рушился. Сердце Сергея билось так сильно, что уши гудели от адреналина, но он понимал, что его дочку нельзя больше втягивать в этот круговорот. Процесс подходил к своему логическому завершению. Каждый из присутствующих ожидал конца, поджидая моменты, когда новая выдающаяся сделка обретает свою ценность. Сумма взобралась до 18 миллионов рублей, и бывали такие моменты, что Сергей только понимал встречу своего неожиданного света. Вдохновение сменилось пониманием, судьбы их крепко переплетались, и это было знаковым событием в их жизни. Но что произойдет дальше?
Сергей и Марина согласились получить финансовую сумму и сделать достойное дело. Однако Сергей, пересматривая свое окружение, начал подозревать, что его мнение и суждения стали мишенью для дельцов. Сразу после аукциона слухи о жемчужине завоевывались по всем местным новостным каналам, создавая невероятный интерес у жителей округа. Горячие дебаты разгорелись. Между тем общественность подняла волну недовольства и зависти. Вскоре пришла неприятная новость. Странное начало событий. Кто-то постарался подговорить людей, которые потеряли свои интересы. Появились грозные моменты, и Сергею стало очевидно, что за его спиной ведется коварная игра. Не успели закончиться празднества и праздники, как ему пригласили в местный отдел полиции. В тот момент внутренние мучения поглотили Сергея. Николай, будучи воспринятыми частым звеном с судьбой Сергея, сходил за некоторыми моментами, чтобы выяснить, следовало ли ему было разгласить новости о раковине, как только они начали обсуждение на аукцион. Он почувствовал странное напряжение и достаточно тревоги, чтобы напомнить Сергею о будущем и возможных планах. Мысли о том, что такая находка может быть бесценной, нарастали до черты самосознания. Спустя непродолжительное время кольцо подозрений стремилось к контейнеру под названием «Краснов». В ту ночь, прослушивая очередные реплики, Сергей все более обеспокоился, что Краснов тоже включен в игру. Правда открывалась наяву. Краснов стремился сдуть все их упоминания, чтобы забрать жемчужину. Одновременно власти начали расследовать местонахождение жемчужины, и вскоре власти чем-либо не оставили ни намека на источник. Поиски окончились неудачно, и Сергей, оставшись единственным островом с замыслом о захватах, осуществляется. Он понимал, что ситуация требует немедленного разрешения. Будучи в неловком положении, он настраивался использовать все свои возможности, чтобы преодолеть сложности времени. Место исхода и влияния становилось все более опасным. Лица горели, и они не могли сами это заметить, когда Сергея время от времени вызывали для послушания по подозрению. Многочисленные разговоры уводили в сторону от правды, и они никогда не понимали, что могли мать держать за шиворот, как это стало возможным. Но не все было потеряно. Один день, проходя по улице, он наткнулся на женщину по имени Зоя, которая когда-то исследовала жемчужины. Закончив свою работу, она стала в местной лаборатории, занимающейся изучением моллюсков и тропиков, перешла к взаимодействию с мартирочек. Это вызвало нового сильного надежду, и она взяла его в своих руках. «Зачем будем открывать глаза на нашу искреннюю правду?» — спросила Зоя, чувствуя общую остроту момента. Скоро после этого, зная, что мнения оставались гранью между ними, таинственное колебалось прямо перед носом. Сергей знал, что с такими обстоятельствами он вступал в медленный путь прощения. Это было единственным образом отличить свою жизнь от глубин органов сарказма и безнадежности. Он продолжал общаться с Зоей, обращаясь к ученым и историкам. Трудные трудности одолели его как перекресток выбора. Сердце стало опасным с учетом решения и настроения. Он оставлял за собой только всплеск недовольства и гнева, но осмысливал, как сохранять свою душу. Вечной точкой служило упоминание о его дочери и о том, как важно осознать, что истина могла быть ему недоступной. В конце концов, они решили обратиться в музей, чтобы обсудить возвращение жемчужины и объединить свои усилия для борьбы с аукционными домами. Специальная аудитория согласилась вывести их на правду. Это было необходимо, чтобы вернуть жемчужину, которая стала символом их борьбы. Пока шли дела, Сергей после долгих и сложных лабиринтов думал о возможности нового начала. Он понимал, что жизнь не может оставаться прежней, но надежда в его сердце не угасала. Работая вместе с Зоей, он вновь обрел уверенность в своей жизни, обсуждая новую реальность, которая была неразрывно связана с пляжем, морем и волнительными открытиями.
Они начали работать над созданием музея, который мог бы привлекать внимание к морским находкам и сохранять их для будущих поколений. С каждым новым проектом они строили крепость для новых идей, и как на приливе в их жизни возникли новые горизонты. Объединив свои усилия и дружбу, они продолжали преодолевать все преграды. Сердца их заполнили таинства и тайны, которые они, кажется, смогли заглянуть глубже в свою жизнь. Жемчужина навсегда осталась в воспоминаниях, не теряя связи с их сердцами. В итоге Сергей понимал, что жизнь — это не только борьба и бесконечные испытания, но и преодоление преград и надежд, которые делают нас сильнее. А с каждой новой волной волнения они оставляли лишь следы на берегах своей судьбы, учась и прежде всего веря в то, что каждая история имеет право на жизнь, даже если такая история полна неожиданных и многослойных событий.